My name is Michael Markert. Меня зовут Михаэль Маркарт, мне 66 лет, я родился здесь, в Майнце. Мы сейчас находимся в Майнце, в столице земли Рейнланд-Пфальц, и эту маленькую страну еще называют Ешьте чисто. В этой маленькой местности и начался мой путь пчеловода в Хайдесхайме, районе нашего летнего лагеря для детей. Здесь у меня также находится моя пасека, которая началась с 5 семей, а теперь их количество 14 пчелосемей, и в следующем году, если пчелы хорошо перезимуют, это создаст основу для дальнейшего расширения пасеки. Теперь моя цель, наконец, показать их детям и дать им немного меда, чтобы они могли есть сотовый мед. Опыт, который многие родители или люди не могут дать, дети получают здесь. И, конечно, они получают прямой контакт с пчелами, что на самом деле очень полезно. Пчелы производят мед в местности, где много цветов, фруктовых деревьев, начиная от яблони, вишни, абрикоса, цветов каштана. Также у нас есть большое количество белой акации. Поэтому, когда она начинает цвести, пчелы активно ее посещают. Я фактически откачивал мед 2 раза в год. Теперь, в последние выходные лета, мы откачали около 80 килограмм меда, так что это было на самом деле очень много для нас. Второй раз мед был с большим количеством лесного, то есть падевого меда, потому что больше ничего не цветет, за исключением липы, которая в наших лесах цветет последней. То, чего многие пчеловоды не имеют вне леса, на самом деле есть в нашем лесу. Также есть сосновые насекомые, вырабатывающие падевый мед, что и делает мой мед таким красивым. Если вы хотите иметь пчел здесь, в Германии, вы должны сообщить об этом в департамент здравоохранения. Мои пчелы зарегистрированы там. Это офис, который получает данные о количестве пчел и где они находятся. Поэтому, конечно, они хотят знать, где мои пчелы. И это почти все, что вам нужно из документов. Еще вам следует иметь книги о меде, где написано, что было добавлено в ваш мед. Также должна быть книга здоровья, в которой указано, какие лекарства для пчел вы применяете. Например, щавелевую кислоту, которую пчел нужно лечить, потому что они умирают. Таким образом, если кто-то хочет просто для себя завести пчел, может навредить природе. Это было бы нежелательно. На мой взгляд, это не игра и не хобби, а серьезное дело, которое требует ответственности, чтобы начать заниматься ним. Этот союз пчеловодов, в котором я числюсь, получает от меня сумму в 40 евро в год в качестве членского взноса, а я за это получаю целый ряд книг и новых инноваций. Они также проводят семинары, что тоже довольно интересно. Это преимущество, потому что вы не в одиночку занимаетесь пчеловодством, а обмениваетесь опытом с другими. У меня пчелы породы карника. Они миролюбивые, с ними можно работать без маски. Это особенно важно, так как лагерь с детьми находится рядом с пасекой. На данный момент у меня 5 семей и 9 отводков, но их количество постоянно растет, когда мы делаем отводки. В этом году мы будем надеяться, что перезимует 14 семей. В данный момент мы производим 60, 70, даже 140 килограмм меда в год. Но обычно я не произвожу никаких других продуктов, например, прополис или что-то подобное. Я не стараюсь зарабатывать деньги на пчеловодстве. Вы не можете употребить самостоятельно 80 килограмм меда в год. И мы тоже. Поэтому обычно мы продаем его сразу же после медосбора и до начала нового. Мы продаем, но получаем не так много денег. Мне хватает их, только чтобы спокойно закупить все материалы и другое необходимое оборудование для пчел. Пчелы живут в ульях, сделанных мною лично. Они состоят, как обычно, из днища, корпуса и крыши. Размеры их такие: высота 52 см, ширина 47 см. Также необходимо и важно лечение от клеща, очень интенсивное после последней откачки меда. Самое важное это, конечно, кислота,
которую я узнал у специалиста. Это возможно только с этой 3% щавелевой кислотой, где пчелы разделены на одном корпусе с медом и пчеломаткой и на втором корпусе с расплодом без пчеломатки. Корпус с медом и пчеломаткой может быть сразу обработан щавелевой кислотой, потому что там нет расплода, а корпус вместе с расплодом после 21 дня, когда выйдет расплод. Когда весь расплод выйдет и отводок будет без расплода, а новая пчеломатка, которая была выведена, еще не начала яйцекладку, то его тоже можно обработать щавелевой кислотой. Конечно, вы должны рассчитывать, если необходимо, лечить снова и снова. Ich bin ja schon 66 Jahre alt. Мне 66 лет, и я занимаюсь пчелами последние 7 лет. И мне жаль, что я не начал раньше, потому что это увлечение очень интересное и захватывающее. Но одновременно грустное из-за того, что люди делают с пчелами, с окружающей средой, все эти пестициды, из-за которых пчелы теряются и вымирают, потому что у них больше нет ориентации. Или как обращаются с пчелами в Америке. Это же катастрофа. Часто говорят, что если у вас есть пчелы, вам не нужно много делать, потому что они заботятся о себе сами. Но это не так. Вы всегда должны что-то восстанавливать. Вы всегда должны быть осторожны. Вы всегда должны что-то делать и делать это снова и снова. Это не всегда работа мечты, но может стать увлечением всей вашей жизни, если вы этого захотите.